Салют, people! С вами Human, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, сегодня мы с вами посмотрим и проанализируем, обвалилась ли крипта. Далее глянем, как еще подешевели видеокарточки. Ну а под конец я вам продемонстрирую, почему флагман от AMD Refresh версии получше, чем RTX 3090 Titanium. Интересно? Окей. Го смотреть, и я создал. 9 мая биткоин отпустился до нереального минимума, который был еще летом в 2021 году. И произошло все это вместе с падением американских фондовых рынков на фоне опасений по поводу агрессивного ужесточения политики Федеральной резервной системы. Криптовалюта по рыночной капитализации упала до отметки 30 331 доллар, снижаясь пятую сессию подряд. А в последний раз биткоин упал на 9,8%, то есть до 30 724 долларов. То есть если говорить за нынешний месяц, то есть май, то биток уже упал на 19%. То есть он потерял уже более половины своей стоимости со своего исторического максимума, когда он стоил 69 тысяч баксов. Для тех, кто забыл, это было в ноябре прошлого года. И вот как прокомментировал ситуацию исполнительный директор Алекс Миллер из организации Hero. Она, если что, занимается сетью по созданию приложений и смарт-контрактов для биткоина. Итак, цитата. «Волатильность на рынке проистекает из спекуляций, а поскольку биткоин настолько спекулятивен, его цена и остальной криптовалютный рынок падают вместе с общими рынками». А если же говорить за эфир Виталика, то он вообще обвалился до 2245 долларов. Ну, опять же, если мы делаем заметку около 9 числа. Это самый низкий уровень с конца января. Но, несмотря на слабость биткоина, фонды и продукты, которые связаны с ним, зафиксировали приток средств на прошлой неделе в размере 45 миллионов. Это говорится в отчете управляющей цифровыми активами компании CoinShares, которые опубликовали, отчет имеется в виду в понедельник. Более того, инвестиционный стратег из CoinShares Джеймс Баттерфилд, он заявил, что сейчас инвесторы воспользовались всей этой ситуацией и наоборот начали манипулировать криптой. Криптосектор в целом сейчас продемонстрировал наоборот вливание 40 миллионов долларов. А Мэтт Дип, главный операционный директор криптовалютной платформы StackFounds, сказал, что другие факторы падения биткоина возникли и в выходные дни, когда на криптовалютном рынке наблюдалась печально известная низкая ликвидность. Более того, были даже такие опасения, что алгоритмически безопасная монета, стабильная UST может вообще потерять свою привязку к доллару. Но, к слову, если кто вдруг не в курсе, то стейблкоины — это стабильные монеты, некие такие токены, которые, условно говоря, они подвязаны к фиату. Да, частенько это доллар США. За UST следят из-за способа, которым он поддерживает привязку к доллару, то есть 1 к 1. А ныне его основатели планировали создать резерв биткоина на сумму 10 миллиардов для поддержки монеты. То есть это означает, что волатильность UST может распространиться и на рынке биткоина. Да, друзья, цены на видеокарточки ныне зависят от региона. Об этом я уже говорил ранее, поэтому повторяться не буду. Но ныне общая тенденция, она сохраняется. Ценники на графические процессоры понижаются. Однако, как отмечает наш Тиш Шисер в своем ежемесячном анализе цен и доступности графических процессоров, трудно игнорировать тот факт, что мы видим более разумные цены только сейчас, вот когда Nvidia и AMD готовятся к запуску нового поколения графических процессоров. И если крайние слухи верны, то новые видеокарточки обеспечат значительный скачок в производительности по сравнению с текущей линейкой. И это в том или ином смысле усложняет выбор, как между ожиданием еще 6 месяцев и ценой на уровне РРЦ за графические процессоры, которые уже больше 1,5 лет, скажем так, отсутствуют. Но с другой стороны, это вполне возможный вариант, когда видеокарточки следующего поколения уже по РРЦ, даже если будут, они со старта будут недешевыми. То есть рекомендуемая розничная цена будет выше, чем, допустим, ожидают многие. Ну и Nvidia в значительной степени подтвердила, что еще какое-то время после будет все равно поддерживаться производство амперов, поэтому при выходе новых серий видеокарточек, естественно, ампер вот так вот не свернется по щелчку пальца. Между тем, 3D Center сообщает, что цены на графические процессоры в Европе продолжают снижаться в течение, последних нескольких недель. И серия Nvidia GeForce RTX 30, по-прежнему дороже, чем AMD, но теперь их можно найти и купить примерно всего лишь на 14% дороже рекомендуемой розничной цены. Но что касается AMD RX 60 серии, то в среднем она продается примерно на 7% выше от RRC. А некоторые модели, такие как RX 6500 XT и RX 6600, вообще можно купить даже ниже, чем RRC, где-то минус 11%. Но это ныне и понятно, потому что они в свое время, не шибко спросом-то и пользовались, учитывая свою производительность.
А теперь давайте столкнем лбами титанов производительности. Все верно, это RX 6950 XT и RTX 3090 Titanium. Ну, будущие рефреши, или уже если вы смотрите нынешние AMD-шные карты, они не то чтобы там сверх какие-то крутые, но тем не менее производительность у них повышена. Зачастую это из-за более быстрой памяти, из-за повышенных тактовых частот, что в принципе не сверхдостижение, это можно сделать и своими ручками, ну и TGP-шка у них все же повыше. Для большего понимания приведу вам пример. Допустим, ванильная RX 6900 XT, она жрет 300 Вт. Уже рефреш-версия будет жрать 330-335 Вт, а варианты от партнеров там вообще и того больше. Пожалуйста, MSI Gaming X-Trio 372 Вт, а Sapphire Nitro Plus Pure 390 не хотите? Поясню. Базовая TDP-шка у нас по факту будет составлять 320-330 Вт, тут так задекларировано, скажем так. Но, поскольку есть софта от той же AMD, тот же Radeon, да, или, допустим, Afterburner какой-нибудь и так далее, вот все, что с этим связано, то вы можете бустануть еще видеокарточку по энергопотреблению, по большому счету, то есть и в итоге по производительности на 12-20%. То есть гипотетически это как бы улучшит профит видеокарты, но как оно будет на самом деле, допустим, в тех же играх по фреймрейту, по стабильности, по статерам, не будет ли там частота прыгать очень сильно, пока что не знаю. Ну, умелые руки обычно делают все стабильненько, но в любом случае надо проверять и смотреть. В итоге, опираясь на все эти заявления и то, что мы по факту видим по числам, то получается, что новенькая флагманская 6950 XT рефреш видеокарточка от AMD будет на 11% производительнее, чем RTX 3090, обычная ванильная, и на 4% производительнее, чем RTX 3090 Ti. И вот если с точки зрения растеризации я, в принципе, полностью соглашусь, но если мы с вами говорим за игровой процесс, особенно если подключается RT, то есть Ray Tracing и плюс там кто-то похимичит с DLSS, то все же, как ни крути, я думаю, что Nvidia вырвется вперед. Ну, посмотрим, как оно там будет. На этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. С вами, как всегда, был Human и, как всегда, кайфовой вам игры.